Трамп обещает забрать у Ирана все и Ормузский пролив в придачу. Президент США в эфире Fox News по телефону объявил войну за контроль над ключевым морским маршрутом. Третий день ударов по Ирану. Теперь и по острову Харк, нефтяному сердцу Исламской Республики. Иран безжалостно бьет по соседям. Ракеты по Кувейту, Бахрейну, Иордании и даже по Оману, с которым еще позавчера договаривали об Ормузе. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту хуситов, группировки, финансируемой Ираном. В Париже собралась коалиция желающих. Обсуждают баллистические ракеты для Украины и системы ПРО. Макрон объявил о грандиозном перевооружении французской армии. А в Италии беспокоятся, что из-за глобального потепления исчезнет знаменитый пармезан, из-за жары коровы меньше едят и хуже доятся. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил, что США готовы взять Ормузский пролив под свой контроль. В интервью Fox News президент сказал, что Вашингтон станет хранителем Ормузского пролива и должен получать за это компенсацию от союзников, поскольку обеспечивает безопасность одного из важнейших морских маршрутов мира. По словам Трампа, прежняя договоренность с Ираном о судоходстве была сорвана Тегераном. Президент пообещал продолжить военное давление, заявив, что Соединенные Штаты будут очень жестко отвечать на любые попытки блокировать пролив. Мы берем Ормузский пролив под свой контроль. У них ничего не останется. Чего никто не знает, у нас была сделка. Все уже было согласовано. Но они ее сорвали. Они всегда так делают. У нас было 10 сделок с этими людьми. Поэтому теперь мы нанесем по ним очень мощный удар. Мы возьмем Ормузский пролив под контроль и, вероятно, будем им управлять. Мы станем его хранителями. Может быть, даже назовем себя ангелом-хранителем Ормузского пролива. И нам должны за это платить. Когда мы это сделаем, нам будут возмещать расходы, потому что другие страны очень богаты. Они на нашей стороне. Нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно, как было многие годы. Мы охраняли пролив более 50 лет и не получили за это ни цента. Все деньги зарабатывали другие, а Соединенные Штаты — ничего. Это поразительно. Мы охраняли его бесплатно, а теперь будем охранять за большие деньги. Это плохие люди, поверьте мне. Я не часто так говорю, и мне придется отвечать за эти слова. Но это плохие люди. Они были такими уже очень давно. И сейчас им крепко достается. США начали новую серию ударов по Ирану, сосредоточив операцию вокруг Ормузского пролива. Центральное командование США сообщило, что атака стартовала по приказу Дональда Трампа для дальнейшего ослабления способности Тегерана угрожать международному судоходству. Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности. По данным Центком, удары нанесены по десяткам военных объектов. Под огонь попали позиции ПВО, береговые радиолокационные станции, ракетные и беспилотные комплексы, склады боеприпасов, пункты связи, а также базы и быстроходные катера корпуса стражей Исламской революции. США, по сообщениям американских официальных лиц и ОСИН сообщества, расширяют удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Сообщается, что под удар впервые попал нефтяной терминал на острове Харк, главном экспортном нефтяном узле страны. Спутниковые данные NASA Firms фиксируют крупные очаги возгорания. Одновременно поступают сообщения о взрывах на острове Кешем, ударах по системам ПВО, ракетным позициям и катерам корпуса стражей Исламской революции в районе Ормузского пролива, а также по нефтегазовому аэропорту Агаджари в провинции Хузестан. Независимого подтверждения масштабов разрушений и последствий этих ударов пока нет. Иранские СМИ сообщили о серии взрывов в провинциях Хормазган, Хузестан, Систан и Белуджистан. По официальным данным, в Хузестане повреждена насосная станция системы водоснабжения. Погиб 1 человек, еще 4 ранены. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи ударов в районах Бендер-Аббаса, Джаска, Канарака и Чабахара. Впервые в боевых условиях США одновременно применили ударные морские беспилотники, воздушные дроны «Камикадзе Лукас», палубную авиацию и корабельные крылатые ракеты. США впервые применили в боевых условиях сразу 2 новых класса ударных беспилотников – воздушные и морские дроны «Камикадзе». Центральное командование сообщило, что они использовались вместе с палубной авиацией, крылатыми ракетами и кораблями ВМС при ударах по объектам Ирана. Воздушный беспилотник «Лукас» — это американский аналог иранского «Шахед-100-36», созданный по схеме обратного инжиниринга. Его разработали как дешевую одноразовую платформу для массовых ударов по наземным целям. Первые испытания с запуском с американского боевого корабля USS «Санта-Барбара»
Персидском заливе прошли еще в конце 2025 года, а теперь система впервые применяется в реальной войне. Одновременно дебютировали и морские беспилотники «Камикадзе», предназначенные для поражения кораблей и береговой инфраструктуры. Американские военные и аналитики называют это переходом к новой тактике массового применения сравнительно дешевых беспилотников, способных перегружать системы ПВО и ПРО числом атакующих целей. По сути, Вашингтон впервые отвечает Ирану оружием, созданным по образцу его собственной концепции применения беспилотников. Иран расширил географию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил, что баллистическими ракетами поражены логистические объекты ВМС США в порту Дукм в Омане. По утверждению Тегерана, уничтожены центры снабжения авианосных группировок и площадки для их дозаправки. Это первое заявление Ирана об ударе по территории Омана с начала нынешней войны. Практически одновременно Кассир сообщил о новой серии ударов по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. После американских ударов по объектам на юге Ирана, нанесенных сегодня утром, Корпус стражей Исламской революции в своем третьем заявлении сообщил об уничтожении топливных хранилищ, систем противовоздушной обороны Patriot и систем ФПС на американских базах в Кувейте. В заявлении КСИР говорится, доблестные бойцы аэрокосмических сил КСИР в ходе третьего этапа ответной операции в ответ на агрессию высокомерного и вторгшегося американского режима полностью уничтожили топливные хранилища и системы противовоздушной обороны Patriot на американской базе Али-С Салем в Кувейте, а также стратегическую систему ФПС на авиабазе Ахмад Аль-Джабер. В отдельном заявлении КСИР сообщил, что в ответ на враждебные действия противника аэрокосмические силы КСИР в ходе второго этапа ответной операции нанесли удары по ключевым объектам технического обслуживания и ремонта вертолетов, ангару самолета радиоэлектронной борьбы Пы-8, а также по командно-штабному центру управления операциями беспилотников, принадлежащему, как говорится в заявлении, детоубийственной армии США на американской базе Шейх-Иса в Бахрейне. В заявлении также говорится, что ответная операция продолжается. По версии Тегерана также нанесен удар по авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, где, как утверждается, уничтожены топливные резервуары, ракетные склады и элементы системы управления. Иордания заявила об уничтожении нескольких иранских ракет до их подхода к объектам. В Бахрейне объявляли воздушную тревогу. Военные Кувейта сообщили о перехвате воздушных целей. Центральное командование США пока не подтвердило информацию о поражении своих баз и заявило, что анализирует последствия атак. Военная авиация Саудовской Аравии нанесла несколько ударов по международному аэропорту Саны, центра контролируемой террористической группировкой хуситов в части Йемена. Целью удара названа взлетно-посадочная полоса аэропорта, чтобы не допустить посадки очередного самолета из Ирана. Еще неделю назад международно признанное правительство Йемена сообщало, что рейс из Тегерана нарушил воздушное пространство Йемена и доставил к хуситам в Сану военных, сотрудников силовых структур и специалистов по беспилотникам и ракетным технологиям. После этого лидер политбюро хуситов Хизам Аль-Асад заявил, что авиасообщение между Тегераном и Саной продолжится, даже если для этого придется остановить работу всех аэропортов Саудовской Аравии. Министерство обороны Йемена также заявило, что не допустит дальнейших полетов, нарушающих воздушное пространство страны. Саудовская Аравия удары по аэропорту официально не комментировала. Иран обвинил США в срыве переговоров с Оманом о новом режиме судоходства в Ормузском проливе. Представитель МИД Исмаил Багай заявил, что давление Вашингтона на Маскат мешает согласовать совместный механизм управления стратегическим маршрутом. Добиваться справедливости и отомстить за кровь погибшего лидера и каждого иранца, который был ранен или погиб в результате военных атак США и Израиля, это фундаментальный принцип и требование, которое разделяет общество. Государство несет в этом вопросе четкую ответственность. Министерство иностранных дел является частью этого процесса. На международном уровне мы задействуем все доступные правовые и международные механизмы как для документирования этих преступлений, так и для достижения справедливости. Если посмотреть на 14 положений меморандума о взаимопонимании, то американцы за столь короткое время тем или иным образом исказили различные его части. С самого начала мы говорили, что обязательствам будут соответствовать обязательства. Мы будем выполнять свои обязательства лишь до тех пор, пока другая сторона соблюдает свои. Мы доказали это на практике. Везде, где другая сторона нарушала соглашение, мы не выполняли свои обязательства. В соответствии со статьей 5 меморандума о взаимопонимании, мы стремились совместно с Оманом выработать механизм, который обеспечил бы безопасный проход судов через Ормузский пролив. К сожалению, реализовать это не удалось из-за открытого и скрытого давления Соединенных Штатов на Оман. Мы не будем колебаться, защищая себя.
Любая территория или любая часть любого государства, которая используется для нанесения ударов по Исламской Республике Иран, естественным образом станет объектом оборонительных действий Ирана. Да, роль посредников заключается в том, чтобы продолжать усилия по предотвращению дальнейшей эскалации. В течение последних нескольких дней мы поддерживали контакты как с Катаром, так и с Оманом, с представителями которого провели встречу, а также с Пакистаном. Эти контакты продолжаются. Ситуация в Ормузском проливе стремительно ухудшается. После повторного объявления Ирана о закрытии стратегического морского коридора движение коммерческих судов практически остановилось. По данным систем мониторинга судоходства, за последние сутки через пролив прошли всего 11 коммерческих судов, 8 танкеров и 3 сухогруза, тогда как в обычные дни их число исчисляется сотней. Корпус стражей Исламской революции заявил, что проход через пролив прекращен после предупредительного огня по судну, которое, по версии Тегерана, двигалось по несанкционированному маршруту. Иранские власти сообщили, что ограничения сохранятся до прекращения американской военной активности в регионе. В заявлении Управления по делам пролива Персидского залива говорится, что проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен из-за недавних незаконных перемещений американских войск в регионе. Согласно заявлению, после восстановления стабильности и спокойствия все запросы будут рассмотрены в соответствии с графиком и будут выданы необходимые разрешения. Управление по делам пролива Персидского залива подчеркнуло, что единственный способ получить транзитное разрешение — это воспользоваться сайтом PGSA.air. Одновременно парламент Ирана заявил, что страна установила контроль над Ормузским проливом и намерена сохранить его. Соединенные Штаты это отвергают. Центральное командование США заявляет, что международный морской путь остается открытым. А американские силы продолжат наносить удары по иранской береговой инфраструктуре, ракетным комплексам, радарам и катерам Корпуса стражей Исламской революции, чтобы обеспечить свободу судоходства. Эскалация между США и Ираном ударила по мировым финансовым рынкам. Инвесторы начали уходить из рискованных активов после сообщений о закрытии Ормузского пролива и новой серии взаимных ударов. В Южной Корее индекс Коспи потерял почти 9%. Это крупнейшее падение за последние месяцы. Акции производителя микросхем SK Hynix обвалились более чем на 15%. Samsung Electronics почти на 11%. Снижение продолжилось и в Европе. Общеевропейский индекс Stoxx 600 ушел в минус, а сильнее всего дешевели авиакомпании и туристический сектор. Одновременно нефтегазовые компании росли вслед за ценами на нефть. Цены на нефть на мировых рынках снова растут, тогда как котировки акций снижаются. Поступают противоречивые сообщения о том, открыт сейчас Ормузский пролив или закрыт. США заявляют, что он открыт, Иран, что закрыт. С технической точки зрения обе стороны могут обосновывать свою позицию. Однако это, естественно, усиливает общую нервозность на рынках. В результате индекс DAX начал новую торговую неделю со снижения. Помимо геополитических рисков, инвесторы уже смотрят на события ближайших дней. В США начинается сезон корпоративной отчетности. По традиции его откроют крупнейшие американские банки. Кроме того, ожидается публикация данных по инфляции в США. Инвесторы надеются, что они дадут новые ориентиры относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США в сфере процентных ставок. Котировки нефти за день прибавили более 3%. Аналитики Bloomberg, Goldman Sachs, JP Morgan и ING предупреждают, если горячая фаза конфликта продолжится, а движение через Ормузский пролив останется ограниченным, цена Brent может очень скоро достичь $120–130, а при полном прекращении судоходства даже выше $150 за баррель. А вот что иранцы думают о прекращении перемирия и продолжении войны. Опрос на улицах иранской столицы провело агентство государственной пропаганды на зарубежные страны ВАНА. Война обязательно начнется снова. На этот раз, думаю, они не осмелятся войти в города, потому что не ожидали, что Иран окажется настолько стойким. Они думали, что мы, как Афганистан или Ливия. Возможно, до городов дело не дойдет, но все снова начнется в Ормузском проливе. И вопреки их ожиданиям, на этот раз мы не потеряем контроль над проливом. На самом деле мы наносим удары по военным базам, которые соседние страны когда-то разрешили Соединенным Штатам разместить на своей территории для нападения на нас сегодня. Мы не атакуем эти страны. Они должны понимать, если они позволили Соединенным Штатам создать на своей территории военные базы для угрозы территориальной целостности Ирана, то должны были ожидать, что однажды наступит такой день. Я думаю, напряженность будет сохраняться до тех пор, пока Соединенные Штаты не введут сухопутные войска, не захватят остров Харк и не достигнут тех целей, которых они добиваются. Если им также удастся взять под контроль и вновь открыть пролив, думаю, на этом они остановятся. Лично я хотел бы, чтобы их полностью сравняли с землей. К сожалению, как мы видим, у нас, похоже, нет таких возможностей. Но даже если их будут поражать то здесь, то там, это уже неплохо. Лично мне это нравится. В США продолжают вспоминать сенатора Линдси Грэма и обсуждать проекты, над которыми он работал до последних часов жизни. Как сообщает Axios, главным из них было соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
Один из самых масштабных дипломатических проектов на Ближнем Востоке за последние десятилетия. Грэм считал, что после ослабления Ирана администрация Дональда Трампа получила шанс заключить историческое соглашение, которое изменит баланс сил в регионе. Начать активные переговоры планировалось после октябрьских выборов в Израиле, а завершить их до начала работы нового состава Конгресса США. Ключевым условием сенатор называл прекращение боевых действий вокруг Ормузского пролива. Если дипломатия не даст результата, Грэм предлагал провести короткую военную операцию для восстановления свободы судоходства. По данным Axios, в последние недели он обсуждал этот план с Дональдом Трампом, Джаредом Кушнером, Стивом Уиткофом, министром стратегического планирования Израиля, Роном Дермером, министром иностранных дел Саудовской Аравии, Фейсалом бин Фарханом и послом королевства в Вашингтоне принцессой Римой бин Бандар. Последний телефонный разговор Грэма с Трампом состоялся за несколько часов до смерти. Они обсуждали санкции против России, недавнюю поездку сенатора в Киев и новые удары США по Ирану. Уже почувствовав себя плохо, Грэм сказал собеседникам: «Я сейчас не могу умереть. Мне еще нужно принять санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией». Через несколько часов сенатор скончался. В Париже началась встреча коалиции желающих, объединение стран, координирующих долгосрочную военную поддержку Украины. Перед началом саммита Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном на набережной Арсе у комплекса Министерства иностранных дел Франции. Встреча собрала около 25 глав государств и правительств. Впервые к коалиции присоединились Молдова и Северная Македония. Среди участников председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, а также руководители крупнейших европейских оборонных компаний. Главная тема – усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Зеленский представит партнерам программу создания европейской системы противодействия баллистическим ракетам, известную как проект Фрея, а также предложения по совместному производству вооружений и ускорению поставок средств ПВО. Кроме этого, лидеры обсудят дальнейшие гарантии безопасности для Украины, расширение оборонного производства в Европе, новые санкции против России и координацию поддержки Киева на фоне продолжающихся российских ударов. Завершится саммит совместным ужином в Елисейском дворце, а во вторник Владимир Зеленский станет почетным гостем военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, в котором примут участие и украинские военнослужащие. В Кремле заявили, что внимательно следят за саммитом коалиции желающих, который проходит в Париже. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал объединение стран, поддерживающих Украину, коалицией подстрекателей войны, и предупредил, что Москва будет анализировать итоги встречи. Это коалиция подстрекательной войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно. Эммануэль Макрон объявил о крупнейшем за последние десятилетия увеличении военных расходов Франции. Выступая накануне Дня взятия Бастилии, президент Французской Республики заявил, что с 2017 года оборонный бюджет страны уже удвоен, а к 2028 году достигнет почти 100 миллиардов евро в год. Макрон подчеркнул, что война вновь стала реальностью для Европы, и Франция готова защищать свободу и право, если потребуется, ценой крови. Президент также призвал не отказываться от совместных европейских оборонных проектов после провала франко-германской программы истребителя нового поколения ФКАС. По его словам, национальный протекционизм в оборонной промышленности стал бы стратегической ошибкой, а Европе необходимо ускорить развитие собственной военной индустрии и снизить зависимость от внешних поставщиков. Мы выполнили взятые на себя обязательства и поступили правильно. Еще до того, как Сахель погрузился в хаос, еще до того, как Ближний и Средний Восток охватил огонь, еще до того, как война пришла на европейскую землю, мы уже начали перевооружение. Введена в строй резервной батареи, состоящей из 2 расчетов минометов, огонь которых вы только что видели на заднем плане справа. Одновременно с развертыванием подразделения начинает работать система Sphinex. Сейчас вы увидите ее аэростат. Да, мы дорожим свободой и правами. И да, мы готовы сражаться, чтобы защитить их, всегда и, если потребуется, ценой собственной крови. Эту цену кровью уже заплатили наши французские солдаты, погибшие за Францию, раненые телом или душой. И я хочу вновь выразить уважение всей нации этим солдатам, павшим за Францию. В реальную индустриальную силу, не на словах, а на деле. Всякий раз, когда мы создаем разобщенность, это может приносить кратковременное удовлетворение, но одновременно создает задержки и проблемы на будущее. Всякий раз, когда льстят национализму во Франции или где-либо еще, это означает непонимание нашей собственной истории. Патриотизм — да.
национализм — никогда. И в тот момент, когда Европа перевооружается, думать, что каждая страна должна по отдельности накапливать собственные возможности, значит идти против хода истории. Это абсурд. Лесные пожары продолжают распространяться по югу Европы на фоне новой волны экстремальной жары. Во Франции огонь подошел к лесу Фонтенбло, к юго-востоку от Парижа. Для столичного региона это один из крупнейших пожаров последних лет. Закрытый участок автомагистрали А6 и часть железнодорожной линии Париж-Лион. К тушению привлечены более 400 пожарных, авиация и вертолеты. В Испании пожарные продолжают бороться с огнем в провинции Альмерия. Площадь выгоревшей территории превысила 6 тысяч гектаров. Погибли 12 человек, тысячи жителей были эвакуированы. Аналогичная ситуация сохраняется в Португалии, где фиксируются новые очаги возгораний. Метеорологи предупреждают, что уже на этой неделе Западную Европу накроет новая волна жары. На юге Португалии и Испании температура вновь может достичь 43 градусов. Во Франции ожидается до 40 градусов. А жаркая погода распространится также на страны Бенилюкса. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что Европу могут ждать еще несколько недель с высокой смертностью из-за жары. Только во время предыдущей волны экстремальных температур в конце июня в 27 странах Европы было зарегистрировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности. Рекордная жара в Европе начинает угрожать одному из самых известных продуктов Италии – сыру Пармиджано-Реджано. В регионе Эмилия-Романья, где по строгим правилам производится оригинальный сыр, температура превысила 40 градусов. Из-за теплового стресса коровы меньше едят, больше лежат и дают до 10% меньше молока. Одновременно засуха сокращает урожай травы и сена, которыми по стандартам должны кормить животных. Коровы — это животные, которые очень тяжело переносят жару. Почему? Потому что у них есть рубец. Он словно грелка, постоянно прилегающая к телу. Поэтому в холодном климате они чувствуют себя хорошо. А вот высокие температуры переносят очень тяжело и начинают меньше есть. Есть и еще одна проблема. Они носят своеобразную обувь, копыта, которые не могут снять. Когда из-за жары ноги отекают, они проводят больше времени лежа. В результате, поскольку они меньше едят, они производят меньше молока. Фермеры круглосуточно держат открытыми коровники, устанавливают мощные вентиляторы и системы водяного охлаждения. Однако это резко увеличивает расходы на электроэнергию. По данным крупнейших хранилищ, где одновременно выдерживаются более полумиллиона головок сыра стоимостью свыше 300 миллионов евро, энергопотребление во время последних волн жары выросло примерно на 30%. Если из-за изменения климата здесь больше нельзя будет выращивать кормовые культуры, то производить Пармиджано-Реджано тоже станет невозможно. ДНК Пармиджано-Реджано находится именно в этом сене, содержащем полезные бактерии, которые растут только здесь. Попадая сначала в молоко, а затем в сыр, именно они делают Пармиджано-Реджано таким, каким он является. Конечно, мы не ожидаем и не надеемся оказаться в такой ситуации. Но длительные периоды экстремальной летней жары, безусловно, серьезно повлияют на объемы производства Пармиджано-Реджано. Пармиджано-Реджано производят уже более 800 лет, а годовой оборот отрасли превышает 4,5 миллиарда евро. Более половины продукции идет на экспорт. Крупнейшим зарубежным рынком остаются Соединенные Штаты. Итальянские производители предупреждают, если экстремальная жара станет новой климатической нормой, это неизбежно скажется не только на себестоимости, но и на объемах производства одного из самых известных сыров мира.